Надо посмотреть, где больше психосоматическая травма у детей. Когда они вместе живут или когда они отдельно и сражаются. Потому что статистически, медицински установленный факт. Если папа с мамой, которые психики ребенка как единое целое, на публике, на людях начинают друг друга поливать грязью, это такая психосоматическая травма у ребенка, что когда ему будет 20, 25, 30 лет, он никогда не даст потомства. Не размножаются люди, у которых родители с вавкой в голове. И если папа, например, кстати, очень хороший разведывательный признак аналитический. Если папа с мамой через суд делят детей, то что у них на первом месте? Наши отношения или дети? Ни хера. Бабки на первом месте. Есть же еще большое количество людей, у которых по шкале ценностей на первом месте бабки. Жена, она как шлюха с окружной, да, то есть... В смысле деления имущества? Деление имущества, это ради чего? Это бабки. Мне похеру жена, мне похеру дети, мне бабки, да? А жены приходят и уходят. Есть такие деятели, которые утверждают, жены приходят и уходят. А любовь это самая дешевая, вон на окружной, $50, да, и вот тебе возьми секс. Люди вообще не понимают, что секс и семейные отношения это не одно и то же. И в данном случае, если они начинают сражаться за имущество и за детей, как тщеславие, я тебе сделаю больнее, так вот этот человек и закрывает свой род. Это такая ответочка, я тебе скажу. Что я бы, например, какого-нибудь человека со стороны, я бы подвел бы к нему и сказал, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты не можешь со своей гордыней справиться. Ты не можешь отпустить и простить свою жену. Ты не можешь хотя бы ради детей сделать что-то. В коммуникации в семейной у нас есть общее правило, как разводиться. Во-первых, чтобы не нанести психосоматическую травму, ребенку о разводе надо сообщать вместе. Категорически запрещено по отдельности. Потому что когда папа говорит, нет, я не живу с мамой, и мы будем встречаться, да, а мама прячется от папы и тоже говорит отдельно, это уже начало этой психосоматической травмы. Да? Надо прийти вместе, надо сообщить ребенку, и надо ребенку еще и показывать, что мы друг друга продолжаем поздравлять с днями рождения, с Новым годом. Почему? Да потому что не размножаются дети, у которых родители без мозгов. Надо психосоматические травмы, об этом думать, а не о том, сколько ты бабок То есть там у родил. ребенка откладываются проблемы семейные, Конечно, он дальше сам не хочет их повторять. Он же не видел нормальных отношений в жизни. Он будет воспроизводить только те модели, которые он увидел. А он видит, что без башки с пулей в голове папа и с пулей в голове мама. И они сражаются с пулеметами, с танками, они в суде кричат, они матерятся друг на друга. Какой ребенок создаст счастливую семью? Даже если он родит по залету, он же не передаст своему ребенку нормальных моделей поведения. Род закроется как не на ребенке, так на внуке. Но он все равно закроется. Почему? А потому что эти двое с пулей в голове. Все очень просто.